Привет, Арми. В том, как Чингук смотрит на экран, есть что-то волшебное. Дело не только в том, как загораются его глаза, когда он читает комментарий, или в непроизвольной улыбке, дело в чем-то более тонком, глубоком. Как будто за каждым взглядом скрывается кто-то, о ком он думает. Кто-то, кто делает каждую спетую ноту более значимой, каждый смех тише. И для тех, кто давно следит за историей Тэкука, такие моменты никогда не кажутся случайными. Потому что в мире BTS, полном света, смеха и плотного графика, всегда есть место, понятное только им двоим. Пространство, где слова больше не нужны, где одна улыбка может заменить 1000 предложений. Когда Чингук начал петь «Love You With All My Heart», часть сердца фандома тут же дрогнула, потому что песня была не просто песней. Это было послание, посланное через расстояние, сквозь время, кому-то очень далекому, Ким Тэхёну. Каждый прямой эфир, каждый маленький жест, каждая песня, которую выбирал Чингук, казалось, содержали историю, которую могли прочесть только те, кто слушал сердцем. Он никогда не произносил ее вслух, но она витала в воздухе. В том, как он улыбался, в том, как он смотрел в камеру мягким взглядом, в таких мелочах, как проверка телефона каждые несколько минут. Все это, для тех, кто знал, было не совпадением. Это было словно тайный ритм, который он разделял только с одним человеком. А на другом конце света, между гавайским небом и смехом Уугр Сквад, был Тэхён, каким-то образом всегда на одной волне с ним. Когда Чингук пел, Тэхён улыбался. Когда Чингук вел трансляцию посреди ночи, часы на Гавайях только что пробили утро. Эта связь ощущалась, как тонкая нить, которую невозможно разорвать. Независимо от расстояния, независимо от времени суток, эти двое всегда находили способ оставаться рядом, даже когда мир этого не замечал. Чингук однажды рассказал мне, что один из его друзей посмотрел его прямой эфир и попросил спеть «Love You With All My Heart». С самого начала было видно, насколько он расслаблен, улыбка не сходила с его лица, блеск в глазах каждый раз, когда он читал понравившийся комментарий. Но в последнем прямом эфире что-то изменилось. Он казался сосредоточенным, читал каждый чат, иногда отвечал мягко, но его рука постоянно проверяла телефон, снова и снова, словно ожидая важного сообщения. В нем была радость, которую трудно было скрыть. Каждая выбранная им песня звучала как заветное письмо, полное смысла, и многие фанаты чувствовали, что они говорят о привязанности, расстоянии и невысказанной любви. Сложно было не вспомнить Тэхёна. Связь между ними всегда была ощутимой, даже когда оба, казалось, пытались ее скрыть. Когда пошли слухи, что Тэхёна видели на Гавайях с группой Уугр Сквад, все вдруг обрело смысл, меняющееся время трансляции Чингука, его настроение и энергия, исходившая от него. Многие заметили, что время трансляции совпадало с гавайским. Некоторые посчитали это совпадением, но те, кто следил за всеми деталями, знали, Чингук подстраивался под время Тэхёна. Своей музыкой и трансляциями он словно посылал молчаливое, но любящее послание. А когда он говорил о небольшой дистанции, многие вспоминали свои воспоминания о Гавайях. Мысль о том, что он мог быть там или просто быть в гармонии с местным временем, придавала его действиям новый смысл. Расстояние не было для них преградой. Даже находясь за 1000 километров друг от друга, они ощущали эту связь ощутимо, словно они все еще живут одним и тем же днем, пусть даже через маленький экран в руках. Поклонники, которые давно наблюдают за Тэхёном, знают, что их привязанность очевидна в мелочах. От того, как Чингук понижает голос во время чтения, да, казалось бы, обычных, но содержательных текстовых сообщений. Иногда его можно увидеть с телефоном в руках во время игр, словно ожидающим сигнала. Он показывал свет в комнате во время видеозвонка или отвечал на запрос, который звучал так, будто исходил от кого-то очень близкого. Даже без подтверждения ясно, они все еще делятся своей повседневной жизнью, пусть даже и не в одном месте. Тем временем Тэхён наслаждается временем на Гавайях со своими друзьями из Уугр, и фанаты гадают, работает ли он, в отпуске или просто ищет покоя. Какова бы ни была причина, их присутствие в жизни друг друга ощутимо. Чингук теперь часто играет в партии Animals, и его персонаж, маленький медведь, стал для него иконой.
Каждый раз, когда начинается игра, его улыбка становится ярче, его тихий смех наполняет комнату, принося ощущение спокойствия. Он говорит, что игра расслабляет его, и это кажется реальным. Медведь – не просто какой-то персонаж, он называет его самым милым, и все знают, почему. В этом был скрытый смысл, словно медведь олицетворял кого-то значимого. Ожидая загрузки игры, он часто поднимал руку в знак победы, этот жест казался естественным и искренним. Он даже повторял его, чтобы ничего не пропустить, с той же нежной улыбкой. В таких маленьких жестах это чувство было ощутимым. Тэхён, его «медведь», казалось, присутствовал в каждом движении, в каждой мягкой интонации голоса, в каждом смехе, которым они делились. А когда возникал забавный момент, когда медведь и кролик на экране целовались, его реакция была спонтанной. Широкая улыбка, сияющие глаза, выражение лица, которое трудно описать иначе, как искреннее. Затем, сам того не осознавая, он напевал «Я люблю тебя, детка», мягко и небрежно, но с чувством. Это был всего лишь миг, но этого было достаточно, чтобы понять его смысл. Не нужны были громкие доказательства или откровенные слова любви. Любовь жила в простых деталях, в смехе, во взгляде, в песне, спетой просто так. Тэхён не был о громких заявлениях, он был о мелочах, осязаемых вещах. Для внимательных фанатов каждый жест, выбор песни и взгляд – это часть их долгой истории. Чингуку не нужны слова, чтобы передать ее, его поступков достаточно. Любовь кажется естественной, спокойной и настоящей. Чингук ни на кого не смотрит так, как на Тэхёна. Между ними небольшое пространство, понятное только им, тихая гавань среди постоянно меняющегося мира. Они общаются молча, через тишину, через легкие прикосновения, через смех, понятный только другому. Тэхён присутствует в каждом нежном уголке Чингука, в его спокойствии и улыбке. В играх, в песнях, в повседневной жизни всегда есть частичка Тэхёна. И каждый раз, когда они оказываются вместе, в улыбке, взгляде или, казалось бы, простом прикосновении, это говорит громче слов. Они заботятся друг о друге, не нуждаясь в доказательствах. Когда один уязвим, другой тихонько прижимается ближе, не для того, чтобы быть увиденным, а для утешения. Любовь просто есть, без претензий, без показухи, как привычка, вырастающая из подлинной близости. То, как Чингук смотрел на него, как Тэхён улыбался в ответ, как их руки словно случайно соприкоснулись, все это было не мелочью. Это был знак близости, понятный только им, стояла уютная тишина, раздавался смех, понятный только им. Каждая секунда, проведенная вместе, казалась обычной и в то же время особенной. За всей этой простотой их любовь была настоящей. Любовью, которая не была преувеличенной, невысказанной, но жила в каждой детали, в том, как они слушали, двигались и прикасались друг к другу без какой-либо цели, кроме как понять друг друга. Тэкук не был о громких заявлениях. Он был о маленьких моментах, о том, как два сердца узнавали друг друга без слов. В каждом смехе, в каждом молчании, в каждом случайно встретившемся взгляде была любовь, безмолвная, нежная, но настоящая. И, возможно, за всеми теориями и домыслами они на самом деле хотели показать нечто простое. Любовь не всегда нужно выражать словами, иногда ее просто чувствуешь. В мелодии случайно выбранной песни, в легкой улыбке между паузами или в хронометраже трансляции, который внезапно совпадает с местоположением человека. Там и таилась любовь, нежная, тихая, но никогда не теряющаяся. Для армии их история – это не просто история двух громких имен на мировой сцене. Она о тепле, преданности и о том, как две души находят друг друга без слов. О том, как они растут, меняются и остаются связанными не в свете камер, а с чем-то более искренним и вечным. И, возможно, именно поэтому каждый маленький момент между ними так драгоценен, потому что за ним стоит любовь, не требующая доказательств. Ведь в конечном счете, Тэкук – это не просто история любви, это их безмолвный язык двух сердец, которые понимают друг друга. И пока есть песни, смех и маленькие моменты, которыми они делятся, история будет жить в каждой нерассказанной секунде, в каждой незаметной улыбке, в каждой ноте, которая носит имя друг друга. Спасибо, что смотрите и переживаете эту историю вместе с нами.
Не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться, чтобы не пропустить еще одну трогательную историю о пути двух звезд, которые никогда не теряют своего сияния. Увидимся в следующем видео, где любовь, музыка и маленькие чудеса Текука продолжатся. Фиолетовое сердце искры.